Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я украшаю торт белково-заварным кремом без яиц, веганским постным белковым кремом на аквафабе. Готовила я этот крем в предыдущем видео, ссылку оставлю в описании к данному видео. Также я покажу второй вариант приготовления этого крема именно для изготовления цветов. Кремовых цветов, такие же, как мы изготавливаем и из белково-заварного крема классического на курином белке. Здесь же у меня будет совсем веганский, без животных продуктов крем, но такой же стабильный, как и на курином белке. Итак, сначала я покажу, как я украшу вот такой новогодний тортик. Торт у меня здесь покрыт шоколадным ганашем, основа покрыта. И я советую вообще изолировать для этого крема обязательно ваш торт постный, либо шоколадным ганашем на кокосовом масле, либо масляным кремом веганским. Потому что этот крем, он не любит соприкосновение с влагой. Сейчас я перейду просто на другую поверхность, где мне удобнее будет работать. Здесь у меня картинка сахарная. Она также превосходно ложится на этот крем. Я сейчас ее обрежу. Я отрезала у кондитерского мешка где-то миллиметр и наношу просто обычную банальную паутинку. Наносится она немножко как бы поплотнее, чем из белкового крема, допустим, на курином белке, но все равно работать с ней можно. Просто этот крем, он имеет, конечно, немножко другую структуру, нежели белковый на яйцах. Смешала я цвет голубой, бирюзовый и белый. И получаются такие вот морозные завитки у меня просто. И по бокам также прохожусь. Полностью покрыла я этой паутинкой весь торт. Теперь я хочу показать, как именно из этого крема на обычном сахаре получаются цветы. Они получаются менее стабильные, чем те, которые я показала в начале, но в принципе домашний тортик с цветами украсить этим кремом тоже можно. И вот такого плана получится вот такие незатейливые розочки, то есть обычные в классическом стиле розы. Здесь у меня насадка обычная изогнутая роза, которая есть в каждом буквально наборе, даже для начинающего кондитера. Просто лепесток за лепестком опускаюсь вниз здесь по рисовому конусу. И вот такая розочка. Он более глянцевый, этот крем, и более плотный, нежели на курином белке. Теперь я показываю, как я делаю тюльпан. У меня крема совершенно уже не осталось. Я собрала все остаточки из всех цветов. И видите, тюльпаны получаются превосходные из него, даже на обычном сахаре. Я много раз украшала и постные капкейки именно тюльпанами, веганские, и можно ими работать превосходно. Вот такой торт у меня получился в конечном итоге. Я еще добавила сюда снежинок из мастики, также сахарными бусинами слегка посыпала, сахаром кондитерским и кокосовой стружкой для придания такой морозности этому торту. Многие спросят, мастика превосходно держится на этом креме. Также и сахарные бусины никуда не растекаются. В таком виде сутки может простоять торт в холодильнике, и ничего с ним не произойдет. Теперь я готовлю вторую версию именно на желирующем сахаре для цветов. Здесь у меня 100 грамм аквафабы, вода мне понадобится и желирующий сахар. 2 к 1 я здесь беру именно вот эту пропорцию, потому что он есть 3 к 1, также 1 к 1, беру 2 к 1. Желирующий сахар у нас продается здесь буквально в каждом магазине. Здесь 200 грамм я беру желирующего сахара и заливаю, здесь у меня 70 миллилитров воды. Сахар содержит в себе, этот сахар, пектин и лимонную кислоту уже. То есть я здесь ничего не добавляю. Видите, он такой цвет более коричневатый, потому что из-за содержания в нем пектина. Если же у вас в вашей стране нет такого сахара, берите, пожалуйста, 200 грамм обычного сахара, 1/3 чайной ложки сухого пектина и 1/3 чайной ложки лимонной кислоты. Просто все это размешайте именно в сухом виде и потом залейте водой. Хорошо размешайте. Пакетик ванильного сахара 8 грамм я отправляю в аквафабу и начинаю на умеренном огне доводить до кипения сироп. Также понадобится нам кондитерский термометр.
Как только сейчас пойдут первые бульки в сиропе, я постоянно его перемешиваю, потому что он, естественно, будет пригорать к посуде, если вы его не будете перемешивать. Как только пошли первые бульки, в отличие от белка куриного, аквафабу нужно взбивать очень долго до введения сиропа. Я говорила это в предыдущем видео, обязательно смотрите. И аквафаба должна быть именно уваренная, то есть она должна быть концентрированная у вас. И перевзбить аквафабу невозможно, ее можно не довзбивать окончательно, и это будет гораздо хуже для нее. И видите, какая она плотная у нас уже побелела эта масса. До 118 градусов мы варим сироп. Видите, вот такой он плотный получается. И все, 118 градусов у меня есть, и я ввожу в аквафабу. Уже она очень такая пышная, белая. Горячего она не боится, но все равно вливаем для, как сказать, для правильности процесса, вливаем тонкой струйкой. И все, и даем взбиваться, она у меня будет где-то минуты полторы всего, 2, может быть, максимум. То есть здесь она взбивается гораздо быстрее, это аквафаба, чем с обычным сахаром. Если сахар с пектином и с лимонной кислотой здесь у меня. Все пропорции напишу под видео. Также начнут образовываться пустоты, и также она начнет собираться вокруг венчика. Крем получается плотный, для цветов очень хорошо подходят. Такие небольшие крупиночки еще от пектина здесь у меня будут видны. Но потом, когда я его сейчас размешаю хорошо, он полностью весь разойдется. Потому что, еще раз повторяю, это не куриный белок. Это совсем другая субстанция. Здесь у нас материал совершенно другой. Здесь, по сути, у нас отвар гороха нута. Здесь я перехожу уже на другую поверхность, на стол, чтобы там, где мне будет удобнее просто работать с этим кремом. И сейчас я вам покажу, как я делаю хризантемы. Из этого крема сделала обычное основание, насадка номер 80 хризантема. Аквафабу мы варим из, еще раз повторяю, из отвара турецкого гороха нута. И то, что мы обычно выливаем в раковину, вот из этого мы сделали крем. То есть, что остается у нас от горошка. На зеленом горошке я это делать не советую. Он имеет очень такой яркий запах. Здесь у нута нету ни запаха, ни привкуса у отвара нута. Поэтому, пожалуйста, делайте лучше на нуте. Фасоль я тоже не беру, потому что фасоль тоже имеет вот этот бобовый привкус. В нуте этого привкуса нет. И пектин дает такой фруктовый вкус этому крему. Он напоминает чем-то мне яблочный зефир. То есть очень такой ароматный и вкусный крем. Фруктовый, такой кисленький получается. И совершенно без жира. И совершенно без продуктов животного происхождения. Такой немножко орехово, я бы сказала, даже вкус медовый у этого крема. Но вот этой гороховости в нем не чувствуется. Потому что мне многие спросили после вчерашнего видео в комментариях, как он на вкус, этот крем. Нету вот этой вот гороховой нотки в нем. Роза у меня изогнутая. Роза обычная есть тоже в каждом наборе начинающего кондитера. Видите, весь этот пектин у меня размешался, ничего здесь не осталось. Крем более плотный, чем белковый. И более такой как бы глянцевый он получается. Он блестит сильнее. Кто-то делает на заказ торты, и если вы захотите этот торт сделать именно с этим кремом, постный, веганский, я советую, конечно же, цветы делать на желирующем сахаре или на пектине, потому что они гораздо более устойчивы, эти цветы. Но можно, в принципе, для домашнего чаепития сделать и на обычном сахаре. Ничего страшного с этим не будет. Я еще раз говорю, что обычный такой с завитками тортик очень хорошо будет держаться и на обычном сахаре. Теперь я отсаживаю тюльпаны. Совершенно простая насадка тюльпан, которая есть, тоже везде продается. Видите, какие плотные, устойчивые тюльпаны на желирующем сахаре из этого крема на аквафабе, на отваре турецкого горошка.
Из нута, конечно же, из отвара нута также делают и майонез веганский, это все, наверное, знают. То есть он очень такой многофункциональный. Теперь у меня здесь насадка лист тюльпана с перемычкой такой. Она у меня без номера, к сожалению. И даже вот такие острые высокие лепестки отсаживаются превосходно из этого крема. Теперь я отсаживаю обычные листья. Здесь у меня насадка номер 67, маленький такой листик, где-то 6 миллиметров. И темно-зеленый крем. Все это гелевые водорастворимые красители. Ни в коем случае не какие-то особенные красители. Прекрасно окрашивается все гелевыми водорастворимыми красителями. Так же, как и обычный белковый крем на курином белке. И вот такая композиция у меня получается на скорую руку здесь, чтобы просто вам показать, как этот крем, как им работается. Работается так же просто, как и белковым кремом обычным. Он не имеет абсолютно яичного запаха. То есть он, по сути, по вкусу очень напоминает яблочный зефир. Так я переворачиваю всю мою тарелочку. Никуда цветы не опадают, не сползают. Они очень хорошо держатся. То есть стабильность крема, за нее переживать не нужно. Теперь я хочу показать вам, меня очень многие спрашивают, как делать технику завиток из какого-либо другого крема, нежели не белкового, скажем так. Я просто беру все эти цветы обратно, потому что крема у меня больше нету, разравниваю, покажу вам сейчас, как выравнивается. В принципе, им тоже можно и выровнять торт. Не так хорошо им выравнивается, как белковым на курином белке, но в принципе выровнять им можно. Здесь у меня кипяченая вода просто в распылителе. И также я смачиваю поверхность и разглаживаю ее просто шпателем. Вы также можете попробовать, в принципе, можно выровнять им торт, но лучше, конечно, здесь какие-то узоры брать для этого крема. Также кисточку беру. Смотрите, проходите по ссылке, я оставлю ссылку на видео по моей технике завиток. И посмотрите, как я это делаю подробно. То есть здесь я вам просто кратко хочу показать, что на этом креме завиток тоже работает. Неоднократно я также украшала веганские торты именно в технике завиток, этим же кремом. Потому что по сути это и есть белковый крем, просто из другого белка, из растительного он делается. Наносим вот такие завитки, чтобы они соприкасались, и в несколько раз мы это делаем, чтобы вся эта масса как бы у нас немножко растормошилась из-под низу. И слой крема здесь должен быть хороший, то есть ну, хотя бы миллиметров 7 должно быть крема, чтобы получился вот такой вот рисунок. И вот такой рисунок в морозном стиле. Здесь просто у меня, конечно, цвет неподобающий, но понятно, смысл понятен, то, что техника завиток здесь работает. И, конечно же, всевозможные бордюры, узоры из этого крема получаются просто превосходно. Корзинка плетения, вот ближе показываю, очень четкий рисунок получается. Видите, также переворачиваю, никуда ничего не обтекает. Это именно на желирующем сахаре крем. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.